Всем привет, меня зовут Марина, и я риэлтор в Калифорнии, работаю в Сан-Франциско, Бэй-Эри. И сегодня в этой серии мы с вами поговорим, где же в Калифорнии можно недорого купить дом. Да не просто дом, а такой, чтобы новый, большой, красивый, и чтобы район и город был безопасный, и чтобы все школы были хорошие, был общественный транспорт, и можно было на метро добраться до Сан-Франциско, и чтобы инфраструктура была развита, чтобы город стоял не в середине поля, и самое главное, чтобы стоил он до миллиона, а лучше 1700-800. Вы скажете, это нереально. Реально, очень даже реально. Ну а в чем же здесь подвох? Ведь все знают, что если в Бэй-Эри что-то где-то стоит дешевле, то для этого должна быть причина. Давайте разбираться. Сегодня мы уезжаем с вами подальше от Силиконовой долины и Сан-Франциско на Ист-Бэй, что в переводе значит «Восточная бухта», и приезжаем в города Брентвуд и его города-спутники Оукли и Дискавери-Бэй. Сегодня мы будем рассматривать в основном город Брентвуд, так как именно он представляет особенный интерес покупателей из-за наличия школ с высоким рейтингом и близости станции метро Барт, откуда идут поезда прямо до Сан-Франциско. Станция Барт находится в городе Антиок. От станции Барта в Антиоке вам нужно будет проехать всего одну остановку до Питтсбурга и сделать пересадку, а дальше уже напрямую в Сан-Франциско. В среднем дорога на Барте до Сан-Франциско занимает около часа 30 минут. Нужно не забыть, что из-за пересадки вы теряете время. На машине до Сан-Франциско нужно будет добираться по 4-му фривею, а дальше выбирать менее загруженный маршрут между 80-м и 24-м фривеем. Вам повезет, если вы доберетесь до Сан-Франциско за 1 час, но практически это невозможно из-за трафика. Из опыта это около 1,5 часов, и то не в самые загруженные часы. 4-й фривей всегда стоит в часы пик. Точно такая же история с комьютом до городов, расположенных в Силиконовой долине. В среднем дорога займет также час 20, час 30, не в загруженные часы. Ну а если это время трафика, то вы можете спокойно ехать от офиса в Маунтин-Вью или Саннивейл до вашего дома в Брентвуде около 2 часов. Я хочу быть с вами полностью откровенной. Я никогда и никому не рекомендую покупать дом в Брентвуде, Дискавери-Бэй или Оукли, если вам нужно ездить на работу 5 дней в неделю. Это нереально тяжело, и вы точно переоцениваете свои возможности, когда говорите «всего 2 часа до работы и 2 часа с работы». Точно нет. И через 2 года вы мне позвоните, чтобы продать ваш дом в Брентвуде. Здесь я бы хотела отметить, что рабочих мест в самом городе Брентвуд и в соседних городах Оукли и Дискавери-Бэй очень и очень мало. В основном люди, которые проживают в этих городах, либо работают удаленно, либо в локальных компаниях. Ну, а так в основном все ездят на работу в другие города, ну или находятся на пенсии. В Брентвуде огромное количество так называемых retirement communities, где проживают люди, которым за 55 лет. По состоянию на 2022 год в Брентвуде проживает 65 тысяч человек. Представляете, в 2000 году здесь проживали всего 23 тысячи человек. За последние 22 года население Брентвуда утроилось. Ну и что для нас это значит? Во-первых, за последние 20 лет здесь идет активная застройка нового жилья. По калифорнийским меркам 20-летней давности дом – это просто brand new. А также хотелось бы сказать, что из-за того, что земли в Калифорнии не так уж и много, дома строятся плотно друг к другу, и похвастаться участком в 10 соток здесь могут буквально единицы. И это уже так называемый премиум-лот, на котором будет стоять большой дом, у него будет большой бэк-ярд, и стоимость домов с большим участком, с большим бэк-ярдом уже, как правило, переваливает за 1 100 000, в среднем это 1 150 000, 1 300 000. Ну, а, соответственно, все дома, которые стоят на маленьких участках, они как раз будут стоить в районе
800-900 тысяч. Дом будет большой, красивый. Но вот такой минус, который многих смущает, то, что соседи очень близко. Иногда вы буквально окна в окна со своими соседями. И также момент. Инфраструктура города, естественно, терпит большую нагрузку. Людей приезжает все больше, соответственно, мест в школах становится все меньше. В ресторанах, в кафе, в кинотеатре мест также становится все меньше. Инфраструктура не успевает расстраиваться такими же темпами, как вот жилая застройка. Это, кстати, один из минусов города. Средняя стоимость дома в Брентвуде площадью 2310 квадратных футов составляет $875 тысяч. Средняя стоимость дома в Discovery Bay площадью 2554 квадратных фута составляет $820 тысяч, а средняя стоимость дома в Оукли площадью 2012 квадратных футов составляет $720 тысяч. Почему же мы все время разговариваем только про Брентвуд? Давайте немножечко поговорим про Оукли и Discovery Bay. Население Оукли на сегодня около 44 тысяч человек. Население Discovery Bay всего лишь чуть более 15 тысяч человек. Город Оукли с точки зрения инфраструктуры магазинов, ресторанов, развлечений не представляет никакого интереса. Иногда кажется, что это просто один из жилых районов Брентвуда. Хотелось бы отметить, что Оукли занимает уже не первый год топовые места в самых разных рейтингах, как один из самых безопасных городов для жизни в Калифорнии. В Оукли есть несколько продуктовых магазинов, почта, а также жители города используют все те же самые магазины и инфраструктуру города Брентвуда и близлежащего города Антиок. Брентвуд может смело гордиться своим торговым и развлекательным центром, который называется The Streets of Brentwood, где более 40 магазинов, рестораны и кинотеатры IMAX. А также в Брентвуде есть красивый даунтаун с аутентичными ресторанами и маленькими бутиками. И здесь же по субботам проходит фермерский рынок. Прямо здесь же в даунтауне есть детская площадка с водными развлечениями для детей. Одно из самых известных на всю Бэй-Эрию развлечений – это сбор фруктов и ягод прямо на фермах в Брентвуде. Здесь более 40 ферм, которые продают свою продукцию напрямую покупателям. На сайте harvestforyou.com вы всегда сможете найти ферму и что конкретно в этот сезон сейчас можно собирать. Вот сейчас в июне сезон персиков, абрикосов и нектаринов, а в мае можно было собирать черешню. В Брентвуде находится 17 школ, и самый высокий рейтинг у школы Heritage High School – 9 из 10 баллов. Вторая High School, Liberty High School, имеет рейтинг 7 из 10 баллов, и она менее желанная у родителей. И очень интересная закономерность, что те дома, которые относятся к Heritage High School, они стоят дороже, чем те дома, которые относятся к Liberty High School. Elementary и Middle School имеют тоже высокий рейтинг, но ниже. 6 и 7. И знаете, тоже интересный момент. Я хочу вам порекомендовать обязательно проверить, что ваш ребенок пойдет именно в ту школу, которая приписана, assigned к вашему дому, потому что город растет. Мест в школе может просто банально не хватить вашему ребенку, особенно если вы купили дом где-то вот в середине учебного года. Поэтому при покупке дома, при переезде в Брентвуд проверьте, попадает ли ваш ребенок в эту конкретную школу. И также хотелось бы сказать, что две школы, Adams Middle School и Heritage High School, находятся по одной дороге, и трафик в утренние часы здесь просто сумасшедший, поэтому закладывайте тоже дополнительное время для того, чтобы пикап, дроп-офф вашего ребенка вот в эти вот часы школьного трафика. В Оукли 11 школ, и они не отличаются высоким рейтингом. В отличие от Брентвуда, где все-таки подавляющее большинство школ – это 6 и 7, здесь большинство школ с более низким рейтингом. В Discovery Bay всего 2 школы, и они начальные, Elementary. Discovery Bay – это город, стоящий на воде, и большинство людей, живущих здесь, хотят иметь возможность спустить свою лодку на воду прямо возле своего дома. Дельта реки Сакраменто-Сан-Хоакин
протяженностью более 1200 миль привлекает любителей многочисленных видов водного спорта и отдыха, включая катание на лодках, рыбалку, водные лыжи, вейкбординг и многое другое. Давайте подведем с вами итоги. Какие топ-5 плюсов и топ-5 минусов переезда в города Брентвуд, Discovery Bay и Оукли. Ну, давайте на примере Брентвуда будем разговаривать, потому что все-таки именно Брентвуд – это самое популярное направление, так сказать, переезда от высоких цен в Калифорнии к более низким, более доступным ценам. И на первое место я бы хотела поставить как раз эту доступность жилья. Стоимость дома 800-900 тысяч все-таки для Калифорнии, для людей, которые работают в компаниях в Силиконовой долине либо в Сан-Франциско, это относительно доступное жилье. Это первое место. Второе место – хорошие школы. Действительно, школы с высоким рейтингом, хорошие, сильные. Именно эти школы, они идут основной причиной, почему люди выбирают именно Брентвуд, а не Discovery Bay и не Оукли. На третье место я бы хотела поставить развитую инфраструктуру, потому что город был основан в конце 19 века, и это не новый сабдивижн, который еще не успел обжиться и, собственно, приобрести какие-то свои бизнесы, свои магазины, свои детские кружки. В Брентвуде есть все, инфраструктура супер развитая. На четвертом месте у нас безопасность. Город безопасный, абсолютно спокойный. В любое время суток вы можете спокойно выйти и прогуляться здесь. С детьми, с собакой вам ничего не угрожает. Бездомных также в этом городе можно сосчитать буквально по пальцам. И на пятое место я бы хотела поставить доступность общественного транспорта. Совсем недавно в Антиоке открыли новую станцию Барта, и жители Брентвуда, Оукли и Discovery Bay могут ее использовать, и это дает возможность добираться на работу на общественном транспорте. Эти наши топ-5 плюсов, которые, давайте посмотрим, перевесят ли топ-5 минусов. И на первое место я бы хотела поставить, естественно, удаленность рабочих мест, удаленность городов. То есть мы понимаем, что общественный транспорт есть, но добираться 5 дней в неделю на нем до города будет очень далеко. И для людей, у которых комьют – это часть их жизни, это, к сожалению, не подходит. На второе место я бы хотела поставить очень и очень жаркую погоду. Мы специально снимаем для вас это видео в 6 утра, поэтому так тихо, и кажется, что даже торговый центр вымер, потому что после 10-11 уже летом становится невыносимо жарко. Вот именно невыносимо. Это самый жаркий город на Ист-Бэй. И это единственный город, где я говорю: ребята, если вы покупаете себе дом, серьезно отнеситесь к покупке дома с бассейном, потому что в Брентвуде бассейн нужен. Если мы покупаем с вами дом с бассейном в Саннивейл, мы понимаем, что использовать мы его будем, крайне редко. А в Брентвуде летом бассейн прямо ой как необходим. На третье место я бы хотела поставить не такое прямо вот разнообразие кружков для детей. Да, здесь есть бассейны, здесь есть гольф-поля, здесь есть кинотеатры, магазинчики. Здесь можно просто встретиться с друзьями. Но если мы с вами будем говорить о каких-то развлечениях для детей, именно, например, для того, чтобы они могли поддерживать русский язык, то здесь этого нет ничего. Вам действительно придется куда-то уезжать, прям далеко, так сказать, 30-40 минут из Брентвуда вам придется ездить без трафика для того, чтобы ребенок ваш мог пойти, например, в какой-нибудь кружок, где дети говорят по-русски, или там на рисование, или на математику. То есть в самом Брентвуде на данный момент я не наблюдаю большого выбора кружков для детей. Они есть, но их крайне мало. И туда попасть тоже не так уж и просто, потому что они переполненные. И вот, к слову, переполненные, на четвертое место я хочу поставить переполненные школы. Мало кто говорит об этом, но школы в Брентвуде действительно переполнены. Детей очень много. И каждый год я вижу, во-первых, то, что рейтинг школ немножечко понижается. То есть, если элементари школы были 8-ки, 9-ки, то сейчас это 6-ки, 7-ки. Рейтинг понижается, и школы забиты. Я наблюдаю, что дистрикт меняет границы. То есть сегодня ваш дом может относиться к одним школам, и буквально через год-два он может относиться к другим школам. Поэтому на это тоже стоит обратить внимание. Ну и на самое, так сказать, пятое место, опять к вопросу о комьюте и к трафику, 4-й фривей.
В Брентвуд ведет только 4-й фривей. Я не знаю ни одного человека, который бы его любил. Первая причина – трафик, вторая причина – здесь действительно почему-то по какой-то непонятной мне причине достаточно много аварий случается и разных приключений на дорогах. Люди любят здесь погонять, наверное, потому что ты стоишь в пробке, и вдруг свобода, ты подъезжаешь к своему дому и ты разгоняешься. Я не знаю, с чем это связано, но 4-й фривей безумно загруженный, много трафика, и для меня это существенный минус именно Брентвуда. Так что напишите в комментариях, могли бы вы для себя рассмотреть переезд в Брентвуд, Окли и Discovery Bay, и что вам понравилось в сегодняшнем выпуске, и понравился ли вам такой короткий формат видео. Буду рада вашим подпискам, они меня вдохновляют на то, чтобы делать дальнейший контент. И пока, до новых встреч!